Друзья, всем привет! Сегодня разберем довольно важную тему. Это Finding Rate, это ставка финансирования. Узнаем в этом видео, как можно заработать с трейдинга из конкретно нашей позиции, если цена пошла не в нашу сторону. Также напишем скринер для Bybit. Как обычно на питоне напишем его. Давайте сначала проясним, что такое ставка финансирования, Finding Rate. Например, если у нас идут какие-то сильные колебания, движения на определенной монете, то может появиться ставка финансирования. И это значит, что если у нас ставка финансирования отрицательная, значит шортисты платят лонгистам. Если вы стоите в позиции в лонг, то в определенное время шортисты заплатят вам 2% от вашей позиции. Соответственно, если ставка финансирования положительная, например, плюс 2%, то если вы стоите в шорте, лонгисты заплатят шортистам. В принципе, все. То есть нам не обязательно иметь движение цены в нашу сторону, чтобы получить процент выгоды. То есть в теории это должно быть так, что процент движения цены должен быть меньше, чем процент фандинга. Если вы также хотите лучше разобраться в теме написания торговых скринеров, роботов, алгоритмов любых, то я провожу индивидуальное обучение. Можете связаться со мной в Телеграме, и мы обсудим вашу цель, ваши желания, и конкретно под ваши цели сможем обучить вас. Также, если вам нужен какой-то торговый алгоритм, можете связаться со мной в Телеграме, и мы с командой разработаем для вас этот проект. Теперь давайте к видео. Итак, значит, видим монету Aergo. У нее ставка финансирования минус 2%. То есть нам нужно стать в лонг, чтобы шортисты нам заплатили. Так как мы будем писать скринер сейчас, то обратимся к документации биржи Bybit. Уже не раз смотрели здесь все. Как уже сказал, если вам хочется разбираться в этом всем, самостоятельно писать роботов, то можете записаться на индивидуальное обучение ко мне. Итак, нам понадобится WebSocket Stream, то есть прямое подключение, чтобы в реальном времени получать информацию. И нас интересует стрим-тикер. Значит, мы будем получать данные по всем тикерам, и нас интересует Finding Rate. И также Next Funding Time. То есть, чтобы смотреть, в какое время у нас выходит выплата, потому что выплаты на разных монетах происходят в разное время. Например, мы можем также пойти на вкладку с фандингом и посмотреть актуальный Finding Rate. Здесь мы можем отсортировать, то есть по положительной, по отрицательной. Здесь у нас также написаны минимальные и максимальные фандинги, Finding Rate для данной монеты и конкретно время. Можем, да, вот отсортировать, посмотреть, в какое время идет. И у нас должно быть, да, вот разное время бывает. Поэтому не обязательно все в одно. И видим текущие ставки. Значит, цель вообще торгового бота — это, например, следим за ставкой финансирования на определенных монетах и смотрим, сколько времени осталось до выплат. Отслеживаем, например, когда остается 10 секунд до выплаты, фандинг по-прежнему остается, ну, например, процент или минус 1%, и тогда мы заходим в позицию. Ждем 10 секунд, например, и получаем выплату. После закрываем сразу же позицию. Примерно такая должна быть логика торгового робота. Если говорить конкретно про скринер, то мы можем, например, отправлять уведомление, когда остается минута до фандинга или 5 минут до фандинга, чтобы человек воспользоваться сигналом и самостоятельно зайти в позицию. Поэтому давайте начинать. Кстати, можем посмотреть здесь еще и предыдущие какие-то ставки финансирования. Итак, начальный алгоритм для запуска мы добавили, то есть это файл main у нас будет. Здесь просто будем запускать наш проект. Также мы будем использовать Telegram-бота, подключили. В конфиге у нас будут пока пустые поля. Здесь у нас будет API-ключ от биржи Bybit, API-секрет и TG-токен, то есть Telegram-токен от Telegram-бота нашего. Его можно, если что, получить у официального Telegram-бота BotFuzzer. В настройках у нас будет, ну, давайте добавим, например, минимальный фандинг min. Здесь пусть будет 0,5% пока что. Количество секунд до фандинга, то есть за которым мы будем отслеживать. Ну, например, давайте сделаем 10 секунд. Забыл сказать, что библиотеку для этого проекта я буду использовать самописную, асинхронную. Это не библиотека какая-то в открытом доступе, это конкретно вот библиотека, которую я написал. Так, значит, написали подключение само. Здесь нам нужно указать стримы, на которые мы подписываемся. Сейчас это сделаем. В функции onMessage мы будем получать все сообщения по WebSocket, то есть вся наша информация, которая нам нужна. Это мы пока уберем. Это нам пока не надо. В принципе, основа есть. Теперь мы сделаем подключение.
сделаем импорты точнее. Так, и чтобы указать нам стримы, нам все же нужно будет указать все торговые пары и сделать отдельный список со всеми торговыми парами. Сейчас это и сделаем. Так, создадим папку REST API, чтобы там вызывать обычные API запросы, получать какую-то информацию. Создадим файл exchange info и здесь сделаем нужные нам импорты. То есть напишем нашу функцию, которая будет получать весь список символов. Там импорт, обработчик ошибок и в принципе все. Теперь мы можем вызывать спокойно эту функцию, она не будет асинхронной. Мы ее вызываем один раз. И нужно прописать здесь список со всеми стримами. Название стрима, вставляем. Все, теперь у нас список стримов готов. Давайте его пока просто проверим. Все ли мы получаем, все ли корректно работает. Что нам нужно вставить токен, потому что не можем запустить. Нужно какой-то токен вставить. Сейчас сделаем. Так, токен вставили, перезапускаем. Так, отлично. Идет спам, всю информацию мы получаем. И здесь можем увидеть, то есть по ключу Funding Rate мы можем получить все фандинги. И сейчас мы будем их сортировать. Нам нужно получать, в принципе, только два ключа: время и Funding Rate. Ну и также сам символ. Сейчас по ключу дата мы должны обратиться. Хорошо, тогда получается у нас есть сообщения, в которых есть некоторых Funding Rate, но нету времени. И наоборот. Поэтому я думаю, давайте напишем просто словарь. Создадим словарь, в котором у нас будет все торговые пары, и при получении определенных сообщений мы будем записывать в ключ времени наше время. При получении фандинг рейта текущего будем записывать туда фандинг рейт. Так, текущая версия, я добавил обработку ошибок, сделал дополнительное условие, добавил, чтобы было больше, чем 0,1%. И, в принципе, просто распределил по разным ифам запись в наш словарь. Окей, мы получаем вот информацию, все корректно выводится, никаких ошибок. Вот в таком формате мы получаем время, это можно конвертировать в нормальный вид. Это количество миллисекунд с начала эпохи. И обычно на биржах в таком формате и дается время. Итак, создали папку tgbot. Здесь у нас будут сигналы. Также добавил переменную admin ID. Это кому будут присылаться эти сигналы. Также можно добавить поддержку пользователей. Я думаю, что это можно было бы сделать. И давайте, например, если на этом видео наберется 50 лайков, и каждый, кто поставит лайк, напишет любой абсолютно комментарий по своему мнению, про фандинги, про идею для видео, что угодно, то я сделаю поддержку пользователей и добавлю, и сделаю анонс в телеграм-канале своем, что вот можно использовать теперь данного робота. И думаю, запущу его на своих серверах, чтобы он работал. И функция для отправки сигнала будет выглядеть примерно вот так вот. Плюс-минус финальная версия данной функции. Здесь уже проверяем просто условия, чтобы у нас были заполнены ключи. Проверяем, чтобы там по форматам все было хорошо. И смотрим, чтобы это было больше нашего минимального фандинга, который мы отслеживаем. И не очень важный момент, что нам нужно фандинг умножать на 100. То есть мы получаем значение не в процентах. То есть посмотрим, да, например, на монете Aergo у нас минус 3%. По запросу мы получаем минус 0,03. Также я сравнил другие монеты и получаем похожую ситуацию. Также я добавил в наш запрос, где мы получаем список всех символов, добавил сюда сразу, чтобы мы записывали funding rate и время. Хорошо, мы добавили ссылку, добавил еще кружок зеленый и красный, чтобы было интуитивно понятно сразу, в какую сторону нам заходить, и добавил время сигналов, чтобы не было спама. Давайте протестируем. Теперь мы получаем все. Получили определенные сигналы, спама больше не продолжается, то есть мы отслеживаем от 0,5%. Давайте перейдем по ссылке, посмотрим, все ли работает. Окей, мы попали на торговую пару нашу. Наш фандинг. Минус 0,52. Вот. Минус 0,52. Все сходится. Теперь мы можем это автоматизировать для торговли. Думаю, это сделаю либо в отдельном видео, или уже за кадром, и в Телеграме напишу результаты. Теперь, когда будут появляться новые сигналы, мы, соответственно, также будем о них узнавать. Ну и чтобы было поближе к времени фандинга, сделать там, например, отправку за 20 минут хотя бы до того, как будут сделаны выплаты. Если вы хотите также научиться, как я, писать торговые алгоритмы, роботов, скринеры, можете записаться на индивидуальное обучение. Я сейчас провожу обучение конкретно 1 на 1, не в группах, чтобы так было и эффективнее, и цель каждого ученика достигалась индивидуально. У кого-то разные цели. Кто-то хочет написать, например, арбитражный скринер, у него есть цель, и я его обучаю всему, чтобы он мог самостоятельно писать
подобный проект. Все подробности в телеграм-канале. Также можете писать мне в личные сообщения с вопросами всеми. Напоминаю, оставляйте 50 лайков и конкретно комментарии, абсолютно любые, то я делаю данный скринер для подписчиков своего канала. Ну, кстати, пришел еще новый сигнал. Вот, поэтому лайки и комментарии, и делаю для всех данный скринер, кто подписан на мой телеграм-канал. Все, всем спасибо за просмотр тогда, и всем удачи.